Добрый день, дорогие друзья и гости канала «Сижу, вяжу». Меня зовут Яна. Сегодня хочу предложить вам провязать вместе со мной очень красивый ажурный узор. Основной образец провязан в белом цвете. Я, конечно, не рискну показать вам его в белом цвете, так как вам может быть плохо видно. Но вязать я буду точно из такой же пряжи, только другого цвета. Сегодня мы с вами провяжем его поворотными рядами, и чтобы сэкономить время, я напишу вам в закрепленном комментарии способ, которым вы сможете воспользоваться для того, чтобы провязать его по кругу. Друзья мои, не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии, для меня это очень важно и очень здорово мотивирует для дальнейшего ведения канала. Надеюсь, вы отнесетесь к этому моему обращению с пониманием, за что я вас искренне благодарю. Ну а для того, чтобы провязать этот узор поворотными рядами, наберите на спицы количество петель кратное 4, добавьте 1 петлю для симметрии и 2 кромочные. Ну а в высоту этот узор состоит из 4 основных рядов, но так как мы его провяжем в шахматном порядке, мы получим 8 рядов. С этим узором справятся даже новички, поэтому давайте начнем. После набора необходимого вам количества петель провяжем установочный ряд, который провязывается с изнаночной стороны полотна, и будет он состоять полностью из изнаночных петель. Кромочную в конце каждого ряда я буду провязывать также изнаночной петлей. Итак, приступаем к первому лицевому ряду. По традиции кромочную мы не провязываем, а просто переснимаем. И приступаем к раппорту. Раппорт состоит из одной изнаночной петли. Далее нам нужно отсчитать 3 петли. Первая, вторая, третья. Подхватываем правой спицей третью петлю, немножечко подтягиваем и перекидываем через 2 петли. Вот таким образом. А эти петли со спицы мы провязываем первую лицевой, далее обязательно делаем накид, вторую петлю мы также провязываем лицевой. Это является раппортом первого ряда. Давайте повторим. 1 петля изнаночная. Далее нам нужно подхватить третью петлю, чуть-чуть подтянуть ее, перекинуть через 2 петли и сбросить. 1 лицевая, накид и снова лицевая петля. И последний раппорт. 1 изнаночная, третью петлю перекидываем через 2, вот таким образом. Первую петлю провязываем лицевой, делаем накид, и вторую петлю также провязываем лицевой. В конце остается у нас петля для симметрии, мы ее провязываем изнаночной, ну и кромочная, конечно, у меня тоже изнаночная. Второй изнаночный ряд, кромочная. Второй ряд мы провязываем полностью по узору, так как лежат петли. Накид мы провязываем изнаночной. Итак, 1 лицевая, 3 изнаночные. Повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночные. Петлю для симметрии в конце ряда провязываем лицевой и кромочная. Третий лицевой ряд, кромочная, и мы точно так же, как и предыдущий ряд, провязываем третий лицевой ряд по узору. А это значит 1 изнаночная, 3 лицевые. И еще раз. 1 изнаночная, 3 лицевые. Петля для симметрии в конце ряда провязывается изнаночной и кромочная. И четвертый изнаночный ряд провязывается полностью изнаночными петлями. Мы провязали с вами основных 4 ряда в высоту. Теперь мы будем вязать то же самое, но смещая узор в шахматном порядке. Кромочную переснимаем, и у нас появляются петли вне раппорта, а именно 2 лицевые петли. И далее мы приступаем к раппорту.
Первая петля изнаночная. Можете ориентироваться, кстати, по вот этому накиду. Над этой дырочкой всегда мы провязываем изнаночную петлю, когда смещаем узор. Итак, 1 изнаночная. Далее третью петлю подхватываем с левой спицы, перекидываем через 2. А оставшиеся петли со спицы мы провязываем первую петлю лицевой, делаем накид, и вторую петлю также провязываем лицевой. Повторяем этот раппорт. 1 изнаночная, третью петлю подхватываем с левой спицы, перекидываем через 2. Вот так. Первая петля провязывается лицевой, далее делается обязательно накид, не забывайте. И вторая петля также провязывается лицевой. В конце ряда для полного раппорта нам не хватает 1 петли, поэтому следующие 3 петли это будут петли вне раппорта, и мы провяжем их следующим образом. 1 петлю изнаночной, сразу можем сориентироваться по дырочке на нижних рядах, у нас всегда изнаночная над этой дырочкой, и следующие 2 петли мы провяжем обычными лицевыми петлями и кромочная. 6-й изнаночный ряд. Кромочная. Этот ряд мы будем провязывать по узору, а именно 2 изнаночные. И далее мы приступаем к раппорту. 1 лицевая, 3 изнаночные. Накид мы провязываем также изнаночной петлей. Повторяем. 1 лицевая, 3 изнаночные. И в конце ряда у нас снова неполный раппорт, из которых первую петлю мы провяжем лицевой и далее 2 изнаночные и кромочная. 7-й лицевой ряд тоже вяжется по узору. Для тех, кто записывает, можете записать. 2 петли вне раппорта провязываются лицевыми. Далее полноценный раппорт. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. И в конце снова у нас неполный раппорт, 3 петли. Первую из которых мы провязываем изнаночные, далее 2 обычные лицевые и кромочная. И заключительный 8-й изнаночный ряд мы провяжем полностью изнаночными петлями. Ну вот и все. Мы закончили вязать раппорт в высоту, состоящий из 8 рядов в шахматном порядке. Ну а теперь давайте рассмотрим образец побольше. Ну а после того, как мы провяжем этот узор немножечко выше, мы получим вот такой вот интересный результат. Узор получается ажурным, обладает небольшими дырочками для того, чтобы тело дышало. Вяжется этот узор очень просто, полотно растет быстро. Эластичность данного узора в пределах нормы. Не очень сильно он тянется вверх, но чуть-чуть больше он тянется в стороны. Данный образец я провязала из стопроцентного хлопка. Метраж данной пряжи составляет 170 метров на 100 грамм, а этот образец я провязала спицами номер 3,5 мм в диаметре. И вот такая замечательная у этого узора изнаночная сторона. Ну а на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Надеюсь, для кого-то этот узор будет новеньким. Ну а более опытным вязальщицам, надеюсь, я напомнила об этом узоре. И вы будете с удовольствием его использовать в своих работах. Ну а если вам нравится этот узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее новое видео на канале. А я благодарю вас за просмотр, за ваши комментарии, лайки. Вяжите с удовольствием, будьте здоровы, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!